Чао, ребята! Чао. Мы приехали в Италию, в Геную. Мы приехали на автобусе. Вот, и сейчас мы будем садиться на наш корабль, на МСЧ Seaside. Мы провели 10,5 часов в автобусе, но это того стоило, потому что мы в Генуе! Мы уже прошли почти весь этот лабиринт, всякие контроли, паспортные, все такое, вакцинации. Вот, сейчас мы уже ждем в каком-то холле, уже практически самый конец всех контролей. Вот, мы здесь сидим, ждем результатов наших тестов. Очень надеюсь, что они будут негативными. Вот нам уже, кстати, выдали карточки наши. Йом Фан, и тут Анна Фан. Это наши карточки ключи, на которые будет записываться также все покупки, если мы что-то будем покупать на корабле или заказывать. Вот это вот все списывается на эту карту. Тест оказался негативный. А вот и наш 20-палубный МСЧ Seaside. Guests embarking. МСЧ. Ребята, мы пришли в буфет, набрали тут кучу всего. Мы проголодались, конечно же, с нашего путешествия. Вот, боже, как тут, наверное, вкусно кормят. Вот наша шикарная комната. Какая тут огромная кровать, какое белье белоснежное, все чистое-чистое. О, класс, как же здорово, наконец-то быть в своей кабине после 10,5 часов переезда на автобусе ночного. Мы не очень хорошо спали, конечно, сейчас очень сильно уставшие, но сейчас реально просто не до сна, потому что мы пришли в нашу кабину на нашем корабле, и нам предстоит 7 дней невероятно шикарного, замечательного отдыха. Ну, короче, будем разбираться, будем разбирать вещи, и потом сразу же куда? У Эсконва. Бассейн находится на 16-й палубе, которая называется Майами-Бич. Там же находится один из самых крутых баров. Кстати, маски, которые нужно обязательно носить внутри корабля, не нужно носить на открытых палубах и в ресторанах и барах. Людей в бассейне не так уж и много, потому что в этот день корабль находился в Генуе, и большое количество пассажиров вышли на разные экскурсии. Кстати, из-за ковида в этом году свободно покинуть корабль и пойти на экскурсию своим ходом не выйдет. Придется брать экскурсии, организованные самой круизной компанией. А вот и отправление корабля
согласно традиции под песню Конте Партиро. Приветики! Итак, мы накайфовались безумно в бассейне, накупались, назагорались, посмотрели, как отправляется корабль из Гены. Это было очень сильно красиво. И сейчас мы проведем вечер на корабле, возьмем коктейль, послушаем концерт. Идем с нами. Car G5. Класс. Я просто в восторге от этих лифтов. Просто посмотрите на эту красоту. Тут казино, в которое мы, конечно же, играть не пойдем. Но смотрится классно. Ой, божечки, это же море. Ребята, просто посмотрите на это. Просто посмотрите на этот вид. О, боже. Какая нереальная красота. Даже с ума сойти можно. А это у нас лестница Сваровски. Zen area только для взрослых.
можно выше. Это 19 этаж, сейчас я вам покажу. 19 палуба, эксклюзив солариум, только мы... Да, мы есть тут доступ. На следующий день корабль остановился в Марселе. Мы не выходили на экскурсию, а решили остаться на борту и просто насладиться кораблем. Мы в Марселе бываем довольно часто. Гийом, мой муж, адвокат, и у него регулярно бывают суды и экспертизы в этом городе. И мы частенько приезжаем вместе. Вообще, этот корабль настолько невероятно крутой, что мы бы могли вообще не сходить на сушу всю неделю, а просто им наслаждаться. Джакузи в этом году нужно было резервировать с утра, а купаться в нем можно было за раз всего лишь 15 минут. Из-за ковида. В 2 предыдущих круизах мы сидели там по часу. А это уже кадры со дня в море. Есть на этом корабле и прозрачный панорамный лифт. А также прозрачный мост, кажется, на 18-й палубе. А потом на корабле был белый вечер. Это значит, что всем пассажирам рекомендуется одеться во все белое. Мы так и сделали. В этот вечер мы встретили самый прекрасный закат в нашей жизни.
А потом мы танцевали на самой вершине корабля на 20-й палубе. Привет! Сегодня нам предстоит экскурсия в Сиракузу на пляж. На пляж нас везли на автобусе минут 20. Dentro l'autobus avere sempre la mascherina. La seconda regola riguarda Пляж оказался невероятно красивым. Только вот лежаки, зарезервированные нашей круизной компанией, находились очень далеко от моря. Его отсюда даже не видно. Зато какое теплое море! И грязное. Но это не так уж страшно. Это просто водоросли нанесло волнами. Мы на Сицилии, в Сиракузе. Свежий морской воздух, морской бриз, солнышко. Мы тут сложили зонтик, потому что все-таки тень это, конечно, приятнее лежать в тенечке, но все-таки хочется приобрести приятный шоколадный оттенок, так что мы решили сложить зонтик и немного позагорать. В стоимость экскурсии был включен ресторан, который находился прямо на пляже. Выглядел он очень красиво и романтично, но зато кормили нас какими-то непонятными макаронами с томатом, к тому же в пластиковых тарелках. Этот чувак потом еще и добавки предлагал. Да, как в столовке в детском лагере. Доброе утро! RG4. Сегодня у нас экскурсия в Таренто. Мы идем в буфет завтракать, и в 9:30 у нас встреча для того, чтобы поехать на экскурсию. Экскурсия начиналась так же, как в Сиракузе. Нас повезли на автобусе, дорога заняла в этот раз 40 минут. Пейзажи за окном были как-то вообще не очень, так что мы уже начинали расстраиваться, когда вдруг нас привезли на этот нереально крутой пляж. Вот наши места. В общем, в Таранто пляж гораздо прикольнее, чем в Сиракузе. И места гораздо лучше. У нас было чувство, что нас привезли не на итальянский пляж, а на необитаемый остров в Карибском море. Просто посмотрите на чистоту и на цвет этой воды. И все.
Наш круиз закончился. Сегодня самое последнее утро. Мы идем позавтракаем, и у нас уже будет выселение в 9:15. Мы уже вчера выставили наш багаж, наш чемодан за дверь туда. Так нужно было сделать до вчерашнего вечера, до 11 часов вечера или до часу. Вот, и его там забрали, и мы его заберем, когда уже будем на земле. Вот, и все, мы прощаемся с нашим кораблем. Спасибо, наша прекрасная каюта, за эту прекрасную неделю. До скорого!